Бисмилляхи рахмани рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуйте всем. 30 января нам поступила информация, что от кадыровских пыток скончался человек. Наша команда Адата заинтересовалась этим и начала проверку. Нам удалось выяснить все обстоятельства данного преступления, узнать, где и кем оно было совершено. Также мы связались с дочерью погибшего и взяли у нее комментарий. В этом расследовании мы расскажем вам про тюрьму садистов.在不强的人咱的话都是那我这个我你俩越小，白人和这路开心了，啥路都去不给打哈了。 Будьте вы прокляты, кадыровцы, придет и ваш день. Мы будем раскрывать тюрьму садистов вместе с одной историей. И начинается она с 2004 года, когда по сфабрикованному уголовному делу осудили Алхазова Мубарика, жителя села Кошкальды. Местные кадыровцы ненавидели Алхазова, и когда бывали рейды, его часто похищали. Дошло до такого абсурда, что начали допрашивать тех, кто знакомился с Алхазовым. Глава сельской администрации Вачаев Исраил лично занимался похищением Мубарика и стучал в районную администрацию. В принципе, сельчане из Кошкальды знают Вачаева, какой он трусливый стукач и притеснитель. Так вот, в этом селе есть еще один враг чеченского народа. Это Абдуллаев Беслан, участковый, который также непосредственно занимается донесением и участвует в похищениях. Хотим отметить, что село Кошкальды находится в Гудермесском районе, и всех похищенных из этого села доставляют в РОВД по Гудермесскому району. И как вы уже догадались, тюрьма садистов находится именно там. В центре Гудермеса, рядом с комплексом Гудермес-Сити, есть оцепленная территория. В этой территории находится здание РОВД, ИВС, ГАИ и нелегальная тюрьма. Тюрьма садистов разделена на две огромных помещения. Одна для мужчин, другая для женщин. В этой тюрьме происходят допросы, пытки, убийства и удерживают людей. То есть, чтобы вы понимали, пытки происходят на глазах чужих людей, которых ранее привезли туда. Например, могут привести человека и не пытать его сразу, но в этот момент могут привести другого человека и запытать его на глазах другого, которого еще не пытали. Также там слышны стоны девушек и их мольбы о помощи. И человек, который попал туда, в ужасе наблюдает за этим. Но вернемся мы к нашей истории. В 2018 году в селе Кошкальды неизвестные вывесили флаг ИГИЛа, и начались массовые похищения жителей Кошкальды и соседних сел. Мы узнали, что сделали это оперативники из уголовного розыска Гудермесского РОВД, чтобы сделать себе результат. И в ходе массовых похищений похитили и Алхазова Мубарика, а также его жену Тазабаеву Хаву и других его родственников. Более 100 человек было похищено из села Кошкальды, не считая похищений из соседних сел. Естественно, похищенных доставляли в Гудермесское РОВД, а точнее в тюрьму садистов. Этой террористической операцией руководил Байсултанов Юсуп. На тот момент он был начальником Гудермесского РОВД и непосредственно сам похищал людей и пытал их. А его правая рука и на тот момент начальник уголовного розыска Эльмурзаев Иса угрожал Алхазову, что если он не возьмет вину на себя, то он изнасилует его мать и его жену Хаву. Иса участвовал и участвует во многих похищениях, пытках и убийствах невинных людей ради карьеры в этой преступной системе. Идем дальше.
Этого террориста многие потерпевшие от рук этих же самых садистов узнают. Это Мувлаев Бекхан. Он также является оперативником и внедряется в доверие к братьям и сестрам под предлогом богобоязненного брата, который сопереживает умме мусульман, что он недоволен нынешней власти, ну просто ему приходится в этой системе работать для того, чтобы выжить. Хм. Этот террорист домогался до Тазабаевой Хавы, пытал ее и угрожал изнасилованием, если она не подпишет документы, где обвиняет своего мужа Мубарика. И этот же выродок пытал и Мубарика, говоря ему, что он развлекается с его женой и будет дальше развлекаться, пока он не подпишет обвинительные показания. Еще один садист с гомосексуальными наклонностями – это Эльдаров Магомед. Он лично насилует мужчин в прямом смысле этого слова. И мы, когда стали узнавать про этого террориста, то выяснили и другие его преступления. Например, в 2019 году были похищены двое парней, и одного из них изнасиловал Эльдаров. Сначала Магомед засунул дубинку в задний проход этого парня, а потом изнасиловал его в рот. В итоге этого парня убили эти садисты. И в 2018 году, в тот момент, этот садист Эльдаров также домогался до похищенных и пытал людей. Естественно, эта мразота пытал ему Барика. Далее у нас идет житель Хоси-Юрта, это Саказов Камарбек. Он работает оперативником в Гудермесском РОВД, и этот враг чеченского народа участвовал в похищениях и в пытках над Алхазовым и других людей, которые они тогда привезли. Также издевался над похищенными женщинами, заставляя их делать себе массаж. И самое страшное, что произошло в тот момент, это изнасилование женщин. Некоторых, как мы ранее сказали, домогались или заставляли делать массаж себе. Но произошло и самое ужасное – это изнасилование. И в этих мерзких преступлениях были замешаны Эльдаров Магомед, Мувлаев Бекхан и Эльмурзаеви Иса. Женщины молили, чтобы они не трогали их, что они замужние женщины. В ответ эти ублюдки говорили, что мы сейчас и ваших мужей перед вами изнасилуем. Представьте весь этот ужас, который происходит в самом центре города, где рядом находятся школы, детские сады, парки, где играются и гуляют маленькие дети. И эти враги Аллаха, враги чеченского народа, манкурты, которые предали свой народ и занимаются геноцидом чеченского народа, и эти ничтожества говорят нам о благородном пути Ахмата Кадырова, Шей Ахмат Доктир Дойлаш, мрази. Алхазова пытали и держали где-то месяц в этой тюрьме, пока ему не стало плохо. В итоге его отвезли в вторую горбольницу Гудермеса, но там врачи не принимали его, так как не хотели участвовать в этом преступлении. Но Байсултанов пригрозил главврачу, и только тогда в больнице выделили комнату, где лечили Алхазова. Мубарик провел в больнице где-то месяц, и из больницы привезли его обратно в тюрьму, где заставили снять видео, где он во всем сознается. После этого его и Хаву отпустили, и они тут же решили уехать из России, пока есть шанс, так как дальше оставаться в России для них было небезопасно и очень рискованно. А теперь ближе к нашей времени. В начале этого года некоторые чеченские девушки писали посты и делились чувствами о перенесенных ими пыток от кадыровских террористов. Они писали о своей боли, как они пережили эти ужасы от кадыровских насильников. И вот
Хава тоже решила написать пост о своей боли, которую она перенесла, будучи в руках этих кадыровских садистов. И 11 января этот пост опубликовал у себя в Телеграме Хасан Халитов. И из этого поста кадыровским садистам было понятно, кто это написал. Поэтому Чалаев Исаак, нынешний начальник Гудермесского РОВД, приказал своим садистам поехать и похитить отца Хавы Рамзана Тазабаева и дядю Мубарика Аюба Алхазова. Их похитили и доставили в тюрьму садистов и начали пытать. От пыток Рамзану стало плохо, настолько плохо, что его повезли в вторую горбольницу в Грозном. И 25 января Тазабаев Рамзан, так и не оправившись от пыток, умер в больнице. Об этом также заявляет и Самахова. Мы связались с ней и взяли у нее комментарий. Я Тазабаева Хава Рамзановна, родившая 18 января 1998 год. Месяц январь я рассказала немного о нас, но не все. Есть вещи, которые нельзя говорить подробно. Я отдала эту информацию Хасану Халитову после распространения моего письменного доказательства. Сразу на второй день утром они забрали моего отца, Тазабаев Рамзан Ахматович, вместе с ним и родственника моего мужа. Ночью, когда его отпустили, сразу отвезли в больницу. Через неделю он погиб. Я узнала об этом недавно, так как я не имею связи с родственниками. Будьте вы прокляты, кадыровцы, придет и ваш день. Мы приносим свои соболезнования семье Тазабаевых. Аллах дала Гечдул Рамзанан. Такие преступления в оккупированной Чечне происходят почти каждый день. Узнавая и расследуя такие преступления, мы не должны опускать руки. Наоборот, мы должны сплотиться и помогать друг другу от этих мерзких оккупантов и продолжателей пути Буданова. Не бойтесь этих трусливых садистов. Нет там никакой силы в Ахмате. Знайте, что вся сила и мощь принадлежит лишь одному Аллаху. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лечано калхарья жгоуза, бала наш гайла наште, махкана делик дулоуза, ела лоса новчичу, вейдегенах керстащуалу, вейрца даина дюэ, ларья ила ховещу дала, бусулбаса новчичу.